Вот что вы, скорее всего, точно знаете про Диогена. Жил в бочке, был дерзким и мудрым. Все. И все это, кстати, почти правда. Но примерно как пересказ фильма от человека, который видел только трейлер. Детали там такие, что трейлер меркнет. Начнем с бочки, потому что это сразу показывает, как работает история с Диогеном. Он не жил в бочке, то есть в той деревянной бочке с крышкой и металлическими обручами, которую вы сейчас нарисовали у себя в голове, нет. Он жил в Пифосе. Это огромный керамический сосуд, в котором греки хранили зерно, оливковое масло или вино. Примерно по грудь взрослому человеку, иногда выше, с широким горлом сверху. Такие вещи вкапывали в землю у складов или просто оставляли у стен домов. Диоген, по всей видимости, нашел один такой, выброшенный или ненужный, и поселился в нем где-то в районе Афинской агоры, главной торговой площади города. Не в тихом углу, подальше от глаз. Прямо там, где народ ходит каждый день и где тебя точно увидят. Разница между бочкой и Пифосом может и кажется мелкой, но она важна. Деревянная бочка – это все-таки что-то более-менее замкнутое. Ею можно было бы оправдаться, мол, человек просто беден и нашел укрытие. Пифос – это сосуд для еды и питья, буквально кухонная утварь гигантского размера. Жить в нем – это примерно как поставить себе кровать в мусорном баке на центральной улице. Это невозможно воспринять как случайность или вынужденную меру. Это заявление. Откуда вообще взялась бочка? Скорее всего, из цепочки переводов. В латинских текстах, которые передавали греческие источники, слово «долиум» означало именно что-то вроде большого сосуда. И со временем переводчики, жившие в совершенно других бытовых реалиях, читали это как бочку. Так миф и закрепился. Мне кажется, это хорошая иллюстрация того, как из правды получается другая правда, чуть менее точная и чуть более удобная для пересказа. Диогена звали Синопским, по городу Синопу на Черноморском берегу, откуда он был родом. Там у его отца была меняльная лавка, и по молодости Диоген, судя по всему, участвовал в каком-то деле с порчей монет. Подробности источники передают по-разному. То ли сам подделывал, то ли отец, то ли просто оказался рядом в нужный момент. Итог один – из Синопа пришлось уехать. По одной версии его изгнали официально, по другой он сам ушел, когда запахло жареным. Так или иначе, он оказался в Афинах, без имущества, без репутации и, что самое интересное, без видимого желания ни то, ни другое восстанавливать. Есть деталь, которая меня здесь зацепила. Диоген был изгнанником, это факт. И изгнание в Древней Греции было серьезным наказанием. Ты лишался родины, имущества, гражданского статуса. Для большинства людей это была катастрофа, которую нужно было преодолеть, исправить, компенсировать. Но Диоген, судя по всему, воспринял свое изгнание иначе. Он взял этот принудительный минимум и сделал его программой. Из «мне нечего» он сделал «мне ничего и не нужно». Это не жест отчаяния, это довольно умный перехват ситуации. В Афинах он нашел Антисфена, философа, с которым принято связывать начало кинической традиции. Антисфен поначалу Диогена не принял, даже, говорят, пытался прогнать палкой. Диоген не ушел. В итоге Антисфен сдался и взял его в ученики, хотя потом, по некоторым источникам, жалел об этом. Диоген оказался значительно радикальнее учителя и быстро стал самостоятельной фигурой, которая затмила оригинал. Антисфен тоже считал, что добродетель важнее богатства, и тоже жил просто. Но он все-таки жил в доме и преподавал в гимнасии, Киносарге, месте для людей неполного гражданства. Диоген снес эту умеренность и двинулся дальше, до Пифоса и до Миски, выброшенной после встречи с мальчиком. Философия киников строилась вокруг одной довольно неудобной идеи. Большинство вещей, которые люди считают благами – богатство, слава, комфорт, общественное положение – на самом деле ловушки. Они не делают человека свободным, они делают его зависимым. Чем больше у тебя вещей, которые ты боишься потерять, тем сильнее ты не свободен. Чем больше ты зависишь от чужого одобрения, тем меньше ты в итоге принадлежишь себе. Если это звучит как что-то, что можно было бы написать в монографии и поставить на полку, подождите. Диоген не писал монографий. Он это делал. Первое, что он отбросил, это посуда. Диоген ходил с деревянной миской, пока однажды не увидел мальчика, который пил воду прямо из горсти. Миску он выбросил. Она была лишней, а лишнее тащить с собой незачем. Потом выбросил все остальное, что носил с собой, сведя имущество до плаща, посоха и котомки. По некоторым источникам даже котомка в итоге ушла. Он спал на земле или в Пифосе, ел то, что давали, или то, что находил, мылся в море.
Ходил босиком в любую погоду, намеренно тренируя себя переносить то, что большинство людей считает невыносимым, не из любви к страданию, а чтобы оно потеряло над ним власть. Это не аскетизм ради аскетизма. Вот тут важно не промахнуться с интерпретацией, потому что ее легко свернуть не туда. Диоген не считал, что тело нужно мучить или что комфорт – это грех. Логика была другой. Каждая вещь, которой ты владеешь, создает зависимость. Ты должен ее охранять, чинить, бояться, что украдут, тратить время на добычу следующей. Отказавшись от всего необязательного, ты освобождаешь время и внимание для того, что действительно важно. Для мысли, для разговора, для жизни, которую ты выбрал сам, а не которую тебе назначило общество. На мой взгляд, в этой логике нет ни капли безумия. Это вполне последовательный аргумент, просто большинство людей предпочитает его не додумывать до конца. Подписывайтесь на канал, если вам откликается такой формат, когда за странной биографией оказывается внутренняя логика, которую не сразу разглядеть снаружи. Стоит сказать пару слов об Афинах IV века до нашей эры, потому что без контекста сложно понять, почему Диоген производил такой эффект. Это был большой, богатый, торговый город с жесткой социальной иерархией. Граждане – митёки, иностранцы без полных прав, и рабы жили в одном пространстве, но с совершенно разными правилами. Одежда, поведение на площади, то, с кем ты разговариваешь и как – все это считывалось мгновенно и означало что-то конкретное. Диоген нарушал эти коды демонстративно и без объяснений, и это действовало на людей куда сильнее, чем если бы он просто встал и прочитал лекцию о свободе. Лекцию можно не принять. Человека, который живет в Пифосе посреди агоры и спрашивает, кто из вас настоящий человек, уже не так просто проигнорировать. Греческий комедийный поэт Минандр писал позже. Его первые постановки относятся уже к концу того же столетия, но и он упоминал Диогена в пьесах, как нарицательный тип философа-циника. Это тоже показательно. Значит, образ был настолько узнаваем, что зрители в театре понимали намек с полуслова. Диоген стал персонажем еще при жизни, не легендой, а именно персонажем, которого знают и обсуждают. В городе, где театр был одной из главных общественных площадок, попасть в комедию означало войти в массовое сознание. Теперь про фонарь. Средь бела дня Диоген ходил по Афинам с зажженным фонарем. Люди останавливались и спрашивали «Зачем?». Он отвечал «Ищу человека». Смысл понятен был не всем и не сразу, но если сидеть с этим немного дольше, картина складывается. Он не говорил, что ищет умного или праведного человека. Он говорил «человека». Того, кто живет своим умом, а не чужим расписанием. Кто делает то, что считает правильным, а не то, что принято. Кто не притворяется, не подлаживается и не боится выглядеть странно. Фонарь среди дня – это и насмешка над городом, и вопрос, обращенный к каждому встречному. Если где-то вы слышали, что Диогена терпели из снисхождения, или что его считали безобидным городским чудаком, это не точная версия. Его боялись. Не физически, а как бояться человека, который может сказать вслух то, что все знают, но молчат. Платон, например, дал ему определение, которое вошло в историю. Сократ, сошедший с ума. Это не было комплиментом. Двое не особо ладили, и отношения их были довольно красноречивы. Диоген как-то пришел на лекцию Платона, тот в тот день давал определение человеку. Животное о двух ногах, лишенное перьев. Диоген куда-то вышел и вернулся со щипанным петухом. Поставил перед аудиторией: «Вот ваш платоновский человек». Платон после этого добавил в определение уточнение: «с ногтями». Иронично, конечно, что уточнение появилось именно благодаря ощипанному петуху. Диоген регулярно нарушал то, что греки называли приличиями. Публично, демонстративно и, по всей видимости, с полным пониманием того, что делает. Он ел на агоре прямо там, где торговали и общались, что считалось неуместным. Говорил все, что думал, не заботясь о последствиях для собеседника. Когда кто-то из состоятельных граждан пытался произвести на него впечатление роскошным домом, Диоген харкал ему в лицо, объясняя, что не нашел в помещении другого грязного места. Это звучит как выходка хама, но за этим стоит вполне четкая мысль. Если пространство выстроено ради демонстрации богатства, а не ради людей, оно и заслуживает соответствующего обращения. Красиво или нет – другой вопрос, но не бессмысленно. Его прозвали псом, по-гречески «кинос», отсюда «киники». Он и вел себя как пес в том смысле, который сам вкладывал в это слово. Собака живет по природе, а не по условностям. Она ест, когда голодна, спит, где придется,
не беспокоится о репутации и не льстит тому, кого не уважает. Когда кто-то бросал Диогену кость в насмешку, как бросают собаки, он ее брал, поворачивался и уходил. Принимал образ полностью, без обиды и без объяснений. В этом была своя сила. Если тебя не задевает то, чем тебя хотят уколоть, укол не работает. Теперь Александр. Это самая известная сцена, и она хороша именно потому, что обе стороны в ней ведут себя совершенно логично для себя. Александр Македонский, к тому моменту уже контролировавший Грецию и готовившийся к походу на Персию, пришел посмотреть на знаменитого философа. По источникам он нашел Диогена лежащим на солнце где-то в Коринфе. Александр сказал, что восхищается им и готов исполнить любое желание. Диоген ответил: «Отойди, ты загораживаешь мне солнце». Диоген Лаэртский, историк философии, писавший в III веке нашей эры, то есть примерно через 500 с лишним лет после смерти самого Диогена, передает, что Александр после этого произнес: «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном». Может, так и было. Может, красивое украшение, которое приросло к истории со временем. Но то, что встреча состоялась, и что ответ Диогена был именно таким по смыслу, упоминается в нескольких независимых источниках. Так что полной выдумкой историки эпизод обычно не считают. Я довольно долго думал над этой сценой, пытаясь понять, что именно в ней работает. Ведь формально там почти ничего не происходит. Александр пришел, Диоген попросил его отойти, все разошлись. И кажется, дело вот в чем. Александр умел покупать, запугивать и миловать. Он управлял армиями и казнами нескольких государств. И он специально пришел к человеку в глиняном горшке, потому что этот человек был ему недоступен. Не потому, что прятался, Диоген сидел прямо на площади, а потому, что у него не было того, чем Александр умел управлять. Ни желания что-то получить, ни страха что-то потерять. Эта позиция, когда тебе нечего взять и нечем напугать, оказалась сильнее любой армии в этом конкретном разговоре. Говорят, была еще одна встреча с Александром, которую упоминают реже. Александр спросил, боится ли Диоген его. Диоген спросил в ответ: «А ты что, добро или зло?» Александр сказал: «Добро». «Тогда кто боится добра?» – ответил Диоген. Возможно, это тоже анекдот, который оброс деталями позже, но интонация та же. Человек просто не принимает те правила игры, по которым власть и угроза имеют значение. Если смотреть на всю его жизнь целиком, то Пифос, фонарь ощипанный петух на лекции Платона, ответ Александру, это не коллекция эксцентричных выходок. Это один и тот же аргумент, предъявленный разными способами. Аргумент о том, что свобода не абстракция из учебника, а вещь, которую можно построить или не построить в своей конкретной жизни. И что большинство людей ее не строят не потому, что не хотят, а потому что каждый день делают маленькие выборы в пользу комфорта и чужого мнения, пока этих выборов не накапливается столько, что менять уже как будто нечего. Было еще кое-что, что Диоген сделал с философией. И это, пожалуй, даже важнее Пифоса и фонаря. Он первым назвал себя космополитом, буквально, гражданином мира. В те времена, когда человека определяло его городское гражданство, когда «я афинянин» или «я коринфянин» означало всю социальную идентичность, он сказал: «Нет, я гражданин мира». Это звучит сегодня привычно, почти как клише. Но в IV веке до нашей эры это было провокацией. Ты либо принадлежишь конкретному полису с его законами, богами и обязательствами, либо ты никто. Диоген выбрал никто и превратил его в позицию. Отсюда, кстати, и вся его грубость с правителями и богатыми людьми. Он не признавал никакой иерархии, которая не была бы основана на добродетели. Александр был завоевателем и полководцем. Это не делало его достойным уважения само по себе. Богатый афинский гражданин был богатым гражданином. Это тоже ничего не значило. Уважение по Диогену заслуживал тот, кто умеет жить честно и не зависит от внешнего. Все прочие различия были с его точки зрения условными декорациями. У него было несколько постоянных приемов работы с людьми, которые к нему приходили. Один из них – задать вопрос, который ставил человека в тупик. Кто-то пришел к нему с вопросом, как стать философом. Диоген ответил: «Купи чечевицы и ешь ее». Звучит бессмысленно, но смысл в том, что философ – это не тот, кто прошел особый курс обучения. Это тот, кто научился обходиться малым и не страдать от этого. Чечевица – не метафора, а буквальная точка входа. Другой прием – зеркало.
Когда к нему приходил человек, который вел себя так, как будто не понимал собственного положения, Диоген просто показывал это, буквально. Один молодой человек похвастался, что богатые люди зовут его на обеды. Диоген ответил: «Значит, они тебя не уважают, а используют для украшения стола, как посуду». Жестко, но точно. Он не объяснял это как лекцию. Он делал ее короткой и конкретной, чтобы человек вышел и думал об этом часа 3. С детьми он, кстати, обращался иначе, мягче и с большей охотой. Диогену нравилось, что дети не притворяются и не скрывают естественных реакций. Именно поэтому мальчик с горстью стал для него моделью. Тот просто делал то, что нужно, без лишних инструментов. Диоген часто говорил, что у детей и у рыб нужно учиться. Они не стесняются брать то, что им нужно, напрямую. Был еще один момент, который я нахожу важным в биографии Диогена. В какой-то момент его взяли в плен. Пираты захватили его во время морского путешествия. Его выставили на продажу как раба. Работорговец спросил, что он умеет делать. Диоген ответил: «Умею повелевать людьми. Попроси глашатая объявить, кто хочет купить себе господина». По некоторым версиям, его купил некий коринфянин по имени Ксениат, и Диоген воспитывал его детей до конца своей жизни. Это, конечно, тоже нельзя проверить полностью, но интонация опять та же. Человек не видит в своем рабском положении ничего, что могло бы его изменить изнутри. Снаружи, да, изменилось. Но это снаружи. Его ученики и последователи продолжали традицию. Кратет Фиванский, один из ближайших кинических философов после Диогена, раздал свое немалое состояние согражданам и ушел жить на улицу. Его жена Гипархия сделала то же самое, отказав всем другим женихам и выйдя замуж за нищего философа, потому что считала его образ жизни убедительным. Это уже не единичный случай. Это движение. Диоген создал что-то, что оказалось достаточно устойчивым, чтобы его поддерживали другие. Позже, через несколько столетий, идеи киников частично вошли в стоицизм. Стоики сохранили главный нерв, что внешние вещи не определяют внутреннего состояния человека, и что добродетель достаточно для счастья. Но они его облагородили, убрав публичный эпатаж и сделав все более системным и академически приемлемым. Диоген был бы, наверное, недоволен. Ему нравилась версия без лака. Диоген по источникам прожил около 90 лет. Цифра для античности нетривиальная, даже для людей с нормальным бытом. Умер то ли в Коринфе, то ли в Афинах, источники расходятся. По одной версии сам задержал дыхание, почувствовав, что тело сдает, и выбрал момент. По другой просто тихо ушел во сне. О том, как его хоронить, тоже существует легенда. Он якобы просил выбросить тело за стену города, раз уж оно больше не нужно, и добавил, что животным будет польза, а ему от этого не хуже. Трудно сказать, правда ли это, или поздняя анекдотическая шлифовка. Но интонация точная, она совпадает со всем остальным, что о нем известно. Коринфяне, говорят, все-таки похоронили его нормально и поставили над могилой мраморную собаку. Его философия нигде не изложена в виде трактата. Диоген, судя по всему, ничего не написал. Или написал, но не сохранилось. Мы знаем его только по рассказам других людей, по сценам, которые пересказывали несколько столетий, пока Диоген Лаэртский не собрал их в жизнеописаниях знаменитых философов. Это значит, что любой отдельный эпизод мог быть приукрашен или переиначен. Но сумма этих историй, то, какой образ они складывают, насколько он внутренне согласован на протяжении всей жизни, говорит о чем-то реальном. Так не выдумывают. Так запоминают. Вопрос, который Диоген ставил своим телом и своим бытом, довольно простой. Если убрать имущество, статус, одобрение окружающих и страх выглядеть странно, что останется от человека? Диоген, похоже, знал свой ответ. И дело тут не только в том, что его нельзя было купить или напугать изгнанием. Он уже был изгнан. Дело в том, что он публично, методично и без объяснений отказался от самого механизма, через который общество держит людей на месте. Каждый, кто над ним смеялся или кому он отвечал дерзостью, в какой-то момент оставался с этим вопросом наедине. Он его туда и клал. Намеренно. Это и есть перформанс. Не театральный, а живой.